Всем привет, друзья! 22 августа, и у нас сегодня опять очередная интересная тема для начинающих пчеловодов. Спорная такая тема: сокращать ли пчелиные гнезда, и что это дает, и зачем это нужно. В общем, сейчас это все более подробно вместе с вами и разберем. Но перед этим, как всегда, я вас попрошу подписаться. За эти дни вы меня просто радуете. Активность выросла в разы. Всем спасибо за подписки. Конечно же, друзья, если рассматривать, скажем, 10-рамочники, 12-рамочники, то практически, если хорошая семья, там и сокращать нечего. Посмотрели силу семьи, если позволяет, можно все-таки оставить. Но, соответственно, нужно учитывать, если там корма. Может стоять 12 рамок, а кормов будет только, грубо говоря, на 6 рамках. Проверили, кормов достаточно, семья сильная. Здесь 10 рамочек, в принципе, свободно зимуют, без сокращений. Другое дело лежаки и улья с большим объемом. Там уже есть нюансы. Идем к лежаку. Итак, друзья, большущие лежаки, сами понимаете, такой объем по-любому в зиму пчелкам не нужен, потому что в каком помещении будет уютно вам? В большом, либо маленьком, или наоборот, какое помещение можно прогреть. Конечно же, чем меньше помещение, легче прогревается. Соответственно, здесь матка может рассеяться такими пятачками на большое расстояние. Нужно все это поджимать по-любому. Если даже вы мед откачали, потом вернули рамки, матка могла засеять где угодно. С лежаками по-любому нужно ужиматься и контролировать их. Еще нюанс. Если вот такой у меня лежак, расположение по центру, я делаю так. Здесь гнездо, заставная. И здесь идут такие продухи. Никогда никакой плесени нет с обеих сторон. Продухи, утепление. Вот такой вид все это имеет, грубо говоря. Кто со мной на канале, это знает. Прекрасно себя чувствует. Если сдвинуть, конечно же, можно зимовать в одну сторону, скажем, семью поставить, как бы здесь заставная перекроет литок. Тоже зимует, но вентиляция чуть похуже. Бывает, семья не осиливает и где-то плесень появляется. Если гнездо с одной стороны, либо с другой стороны, скажем, вы скомплектовали вот с этой стороны гнездо, вентиляция как бы нарушена, потому что заставная как бы перекрывается. Если же комплектовать по центру, вот так вот с обеих сторон, две заставные, утепления, вентиляция прекрасная, зимовка отличная, без конденсата, без плесени. Вот как-то так. Имейте это в виду. Но это что касается таких ульев, как бы центральными литками. А вот пример такого улья. Здесь просто стоят еще рамочки на осушку. Вот это гнездо. Видите, здесь расстояние есть, и здесь расстояние есть. Так, друзья, вот такой еще вариант сборки пчелиного гнезда как бы сбоку. Литок здесь немного как бы смещен. Здесь продух. Все потом я еще утеплю, но продух остается. Заставная у меня не глухая, пчелки могут свободно перемещаться. В принципе, тоже зимуется хорошо, но иногда бывает, что крайние рамочки немножко, где медок, могут как бы внизу подплесневеть. Все-таки конденсат, тем более зимовки у нас такие слабенькие, то в плюс, то в минус, качели в общем. Если бы зимовка были нормальные, то есть ударил мороз и стоит, да, все было бы намного получше, но что есть, то есть. Но и так можно, потому что спрашивали, задавали вопросы, можно ли так собрать? Можно. Я собираю по-разному, потому что у меня улья все разнобой, и как приходится, так и собираю. Все варианты вам показываю. Ну а теперь, друзья, давайте вернемся все-таки к поджатию пчелиных семей. Что нам это дает? Во-первых, компактность кормов. Во-вторых, при таких осмотрах мы можем убрать не то что лишние рамки, а, скажем, какие-то перговые рамки, полностью перговые. Они зимой пчелкам не нужны. Убрать их. Соответственно, какие-то маломедочки, темные рамки. Это такая как бы и ревизия, и формировка пчелиных семей в зиму. В общем, выбраковка. Вы в зиму уже собираете такое культурное гнездо, которое будет работать, скажем, и весной, и на развитии, и так далее. То есть это не просто поджали, лишь бы, как говорится, считалось.
Нет, это большая работа. Раз уже затронул пергу, скажу несколько слов о перговых рамках. Да, цельноперговые такие есть рамки, где меда практически нет, я убираю. Но если есть, скажем, там брус, хороший брус меда, там около 2 килограмм, ну и немножко перги, ничего страшного. Я такие рамки оставляю. Иногда бывает, что пчелки заливают даже пергу медком, по-разному. Нужно все учитывать. Чистую пергу, скажем, однозначно нужно убрать, потому что, ну, они ее зимой кушать не будут, а она занимает место. Какие еще плюсы поджатого гнезда? Конечно, поджатого, не пережатого. То есть гнездо нужно поджимать по силе семьи. Я бы сказал, даже одну, как бы, медовенькую можно и лишнюю поставить. Ничего страшного не будет, но пережимать сильно не нужно. Когда семья сильная, вы ее пережали, скажем, и меда еще там маловато. Повышение температуры. Здесь вы должны сами все учитывать. Нельзя сказать, что вот эту семью зажимай, эту не трогай. Для того и на пасеке, в принципе, пчеловод. Я всегда отвечаю даже в комментариях так. А вот там пишут, как сделать то и то, как понять, например. Ну так вы же, друзья, на пасеке находитесь. Как я могу понять по комментарию, какая ситуация в семье, какой сила семьи, сколько было расплода в августе у вас, скажем, и так далее. Это все оценивает пчеловод. Конечно же, если семья была залита медком, матка нигде не сеяла, и вы в зиму пришли на старой пчеле, скажем, она отошла, и в декабре у вас кулак пчел. Проблема. Еще один плюс такого поджатого как бы гнезда, понятное дело, это и уютные условия, и компактность размещения меда. Все-таки, если мед на более компактном расстоянии, и клуб может спокойно его потреблять. Не так, что у вас, скажем, вы ничего не поджимали, у вас там на 12 рамках семья сидела, скажем, но клуб, когда сформировался, у вас получился, скажем, на 6 рамках. Представьте себе, 12-рамочный улей стандартный, а клуб сидит на 6 рамочках. 6 рамочек там лишние. И это хорошо, если там достаточно кормов. А представьте себе, что клуб сместился, а он, как правило, смещается на такие полупустые рамочки, потому что ему там как бы теплее, потому что семья слабенькая. И у вас медовые рамки остаются как бы в стороне. 12-рамочный улей, это не лежак какой-то там большой. И, соответственно, клуб идет по стеночке к задней стеночке, от передней к задней стеночке, кушает то небольшое количество меда. И в итоге семья сыплется, потом пчеловод достает рамки, у меня медовые, хорошие, медовые, а семьи нет, потому что они шли практически по полупустых рамках. Тоже учитывайте. Все нужно смотреть своими глазами и анализировать. Также, друзья, плюс поджатого гнезда при закорме. Вы, скажем, решили закормить пчел, либо помочь им немножко сиропом. Это уже не важно. Большое гнездо, они размазали, скажем, и не видно. Компактное все-таки. Вы сразу же, скажем, дали 5 литров, но это заметно существенно, чем, скажем, 5 литров на 7-6 рамках и на 12. Это две большие разницы. Еще плюс поджатого гнезда. Это, конечно же, охраняемость пчел. Если семья не по силе, скажем, и сидит, опять берем в пример стандартный 12-рамочный улей. Села, вы знаете, что осы, они летают намного при меньших температурах, чем пчелки. Соответственно, пчелки уже сидят, а осы снуют. И если у вас такое большое как бы гнездо, пчелки сидят с одной стороны, осы спокойно проникают в улей и берут медок, сколько им нужно. И разбивают. Да, я показывал там, я уже не помню, но есть ролик, ставил рамочки, и осы-воровки заходили, сколько они выедали там за сутки. Там немного, конечно же, потому что, но тем не менее, там получилось такое, что лед ос практически был как пчелиный лед в улей. Был пустой улей, я туда поставил рамочку медовую, и там так осы работали. Хотя пчелки уже не работали. Вот вам и такой пример. Также и рамки плесневеют, скажем. Крайние рамки могут плесневеть. Возле стеночки, перепад температуры, семья не по силе, сидит с одной стороны, вторая сторона остывает, и туда идет теплый воздух от пчелиной семьи. Все плесневеет, потом пчеловод разбирает, плесень, вентиляция плохая, где-то укутал. Здесь нюансов море. Когда семья
хорошо сформирована, по силе, практически покрывает все рамочки, никогда никакой плесени не будет. Нюансы. Не знаю, вроде бы все рассказал, возможно, что-то я упустил. Возможные вопросы от начинающих пчеловодов, как же определить силу семьи, а это только в августе вы должны определять по расплоду. Скажем, убрали все кормовые рамки, не кормовые, вернее товарный мед, там магазины, все, вы начинаете как бы формировать пчелок в зиму. Старую пчелу можно не учитывать, то есть вам нужен, грубо говоря, августовский расплод. Сколько у вас в августе, скажем, расплода, вот приблизительно столько будет и пчелок у вас. Соответственно, уже исходя из этого формировать семью в зиму. Я думаю, это понятно. Вот такая, друзья, как всегда, информация. Я думаю, возможно, кому-то была и полезна. Так что на этом на сегодня все. Не забывайте подписываться. Здесь будет всегда актуальная и своевременная информация. Всем пока и до скорых встреч. Пока.